Здравствуйте, дорогие друзья! Рада видеть вас на своем творческом канале. Сегодня я покажу вам мастер-класс, как сделать своими руками вот такую брутальную книгу-шкатулку из картона в подарок мужчине, например, на день рождения или 23 февраля. Вложенная фантазия и труд придают особую ценность такому подарку. Эту книгу-шкатулку я решила сделать совсем без молдов. Интересно как? Тогда приступим. Начать работу решила с дракона. Делаю его из рельефной пасты. Дракон в этой композиции самая центральная и самая сложная деталь. Так как молда с драконом у меня нет, я решила попробовать сделать барельеф дракона самостоятельно. Я распечатала картинку дракона. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно слепить дракона, в арт-студии Просвет есть такой молд. Ссылку на него на всякий случай оставлю в описании под видео. Во время лепки стараюсь сразу же подправлять детали, так как рельефная паста быстро сохнет. Если у вас нет рельефной пасты или глины, то можно слепить дракона из соленого теста. Раскатать тесто в пласт и, положив на него картинку, обрезать по контуру дракона. Затем уже каким-то частям тела придать объем и текстуру. Самый простой способ сделать дракона – это распечатать его на лазерном принтере и приклеить в центр книги. Размер дракона примерно 13 см в высоту и в ширину.
Мелкие детали, например, шипы на спине и хвосте, я приклеивала на столярный клей ПВА. Крылья рисую фломастером прямо на основе. И по этому рисунку сверху делаю барельеф. На крыльях путем продавливания делаю объем. Дракон готов. После высыхания для прочности деталей покрываю его клеем ПВА и оставляю сушиться. Делаем шкатулку. На гофрированном картоне отмеряю два прямоугольника размером 17 на 24 сантиметра. Это будет дно шкатулки. Вырезаю их. Делаю для стенок шкатулки 4 детали 16 на 4 сантиметра. Теперь делаю 2 детали 22,6 сантиметра на 4 сантиметра и 2 детали 22,6 на 4,8 сантиметра. Ссылки на шаблоны ищите в описании под видео. Теперь склеиваю все прямоугольники попарно. Рисую на дне отступ от правого края 1 см, сверху и снизу 0,7 см. Собираю корпус шкатулки. Приклеиваю сначала самые короткие стенки. Отрезаю от боковой стенки толщину двух коротких стенок. Получившуюся деталь вклеиваю между ними. То же самое делаю и с четвертой стенкой. Все стеночки я приклеиваю на столярный клей ПВА, так как он дает возможность корректировать форму в процессе. Пока клей не высох, временно соединяю стенки кусочками малярного скотча. Вырезаю из картона потоньше полоску длиной 24 см и шириной 8 см. Это будет корешок книги. Доклеиваю 2 маленьких кубика на левую стенку сверху и 2 маленьких полосочки длиной 4,8 см и шириной 8 мм. Теперь приклеиваю к дну шкатулки низ корешка. Рисую 2 полукруглые детали и вырезаю их. Приклеиваю на торцы корешка и доклеиваю остальную часть корешка. Вырезаю полоски шириной 8 мм из тонкого картона. Ими я заделываю неровный край картона на шкатулке. Делаю 2 прямоугольника для крышки шкатулки размером 24 на 16 сантиметров. Склеиваю их.
Обклеиваю салфетками торцы крышки и корпуса шкатулки. Соединяю шкатулку с крышкой с помощью петель. Для выравнивания поверхности я обклеиваю корешок еще одним листом тонкого картона. Заодно этим картоном прячу половинки петель. На крышку также приклеиваю лист тонкого картона. Винтики слишком сильно выступают, поэтому снимаю их. Петли держатся теперь только с помощью клея ПВА. Решила немного подшпатлевать торцы шкатулки, чтобы придать им идеальный вид. Страничный блок тоже покрываю слоем шпатлевки. Делаю рисунок страничек с помощью расчески. Для дополнительного декора крышки решила сделать трафарет самостоятельно. Для этого пришлось поэкспериментировать. Распечатала на принтере рисунок, приклеила его к тонкому пластику снизу и начала вырезать. Делать это было достаточно сложно. Маленькие дырочки в пластике у меня вырезать не получилось. Но все равно я довольна результатом, и трафарет своими руками готов. Помещаю дракона на его законное место. Измеряю, чтобы он был в центре, обвожу силуэт. Намечаю рисунок будущего декора на крышке шкатулки. И начинаю в свободных местах делать с помощью обычных салфеток и клея ПВА текстуру кожи. Это очень увлекательное занятие – формировать складочки на свой вкус и направлять их. Делать такую текстуру можно и с помощью бумажных полотенец, и с помощью крафтовой бумаги. Сверху обязательно промазываю все столярным клеем, чтобы после высыхания поверхность стала более плотной и прочной. Из рельефной пасты делаю уголки для шкатулки.
приклеивая их на столярный клей ПВА. С помощью самодельного трафарета и шпатлевки в некоторых местах делаю имитацию то ли каменной кладки, то ли змеиной кожи. Из рельефной пасты делаю имитацию кованых петель из 2 половинок. Декорирую ими настоящие петли. Иголочкой делаю рельеф. С помощью маленькой крышечки делаю заклепки на уголки и петли. Вырезаю из пласта рельефной пасты 2 полоски шириной 1 см для окантовки корешка. На дне шкатулки опять делаю с помощью салфеток и клея ПВА имитацию кожи. Расписываю дракона. Я решила сделать его ярким, поэтому покрываю дракона бордовым и красным цветом, подчеркивая при этом объем. Всю книгу крашу черной глянцевой акриловой краской. Теперь уже окончательно приклеиваю дракона в центр книги. Страницы покрываю морилкой цвета мокко. Затемняю углы, делаю тени под крышкой и у основания коричневой акриловой краской.
На место глаза дракону приклеиваю бусинку. По краям книги приклеиваю настоящую цепочку. Я думаю, что мужчины тоже любят красоту и уют. Поэтому я решила сделать брутальную шкатулку снаружи, уютной и красивой внутри. Для этого я использовала бархат стального цвета. Покрываю цепи черной краской. Сухой кистью и бордовым цветом выделяю текстуру обложки книги. Корешок и заднюю часть книги тоже слегка прокрашиваю бордовым цветом. Уже почти все готово. Прохожусь серебристой краской по объемным элементам для проявления узоров. Дракона тоже немножко серебрю. И вот шкатулка-книга готова. Я очень довольна результатом. Получилась реально красивая и практичная шкатулка в виде книги, которую можно использовать для хранения фотографий, драгоценностей или денег. Ведь мужчины, как известно, любители замков, рыцарей и драконов. Такой подарок никогда не сравнится с купленной фабричной, пусть даже дорогой вещью. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, а кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока и до новых встреч!